Я вас вітаю. Я Світлана, і ви потрапили знову у мій садок. Сегодня я с лопатой, потому что буду высаживать свои метельчатые гортензии, которые в контейнерах у нас находятся. Я буду работать, а вы посмотрите и узнаете, как я это делаю, какой грунт, какие сорта я выбрала и почему именно на этом месте. Вначале покажу вам, что же я приготовила для посадки своих гортензий. Я приготовила немного кислого торфа по причине того, что на этом месте у меня были тюльпаны. Я добавляла туда сильно, очень уж хороший, с перегноем, и конский навоз немножко я сюда ложила. Поэтому мне надо немного закислить этот грунт. Дальше я приготовила хвойный опад. Вот так он выглядит. Тут и шишки, и иголки, и кусочки коры вот такие попадают. Все это я просто из-под елки в лесу набрала. Можно даже немножко грунта захватить из-под сосны. Не из-под елки, из-под сосны. Приготовила рулетку, чтобы разметить, ровно посадить. Немножко песка и землю. Земля обычная, которую нарыли кроты. Тут такая же самая земля, но кроты нарыли у меня совсем рядом, метров 10 там, на кусочке газона. Там уже ни хрущей, никаких вредных жуков, пауков нету, поэтому я ту землю возьму и буду мешать ее с иголками и с этим грунтом, что я выкопаю. Что касается гортензий. Гортензии у меня в контейнерах, их 5 штук. Что я еще приготовила? Маленькую лопату, большую лопату, конечно. Вот такую трубку. Это слепая трубка капельная, которую я вам хотела показать, какую буду прокладывать. Но это мне Вадим Петрович уже завтра сделает. Вот тут вот понад бортиком мы ее проложим по гортензиям, по сортам. Вот эта гортензия, это детки моей Фрейс Мельбы, которые растут возле забора. Отличительный признак Фрейс Мельбы — вот такие красноватые пятнышки на листиках. Что же это за детки, почему они у меня растут в контейнере? Эти гортензии растут у меня в этих контейнерах по причине того, что в начале июля Света решила посадить себе 2 больших куста в контейнеры. Пошла, откопала, как я вам рассказывала, с кусочком корня, посадила в контейнеры и думаю, все будет прекрасно, они приживутся, корни есть, побеги уже были хорошие, даже с цветами заложенными. Я, конечно, погорячилась, и все мои побеги молодые поникли вот так. Они были еще зеленые, поникли, повисли. И на следующее утро в контейнерах был сплошная неудача. Что же делать дальше? Я не отчаялась. Я поняла, что я сделала совсем неправильно. Среди лета этим заниматься нельзя. Отделять от гортензии такие толстые ветки с листьями можно или поздней осенью, перед морозами за месяц, в начале ноября, или в начале марта. Но я не отчаялась, я решила их реанимировать. Сейчас быстренько расскажу, как. Я обмотала горшок пленкой, пакетом можно, чем угодно. Сильно пролила землю. Сейчас она у меня растет, кстати, совсем в такой, в обычной земле. Твердая такая, суглинок мой. Так вот, обмотала я пакетом. Это для того, что, может, кто-то захочет реанимировать тоже свои гортензии. И брызгала, открываю каждое утро, побрызгаю, закрываю. Создала им мини-теплицу.
Ничего не происходило. Побеги, которые не прижились, благополучно засохли и отмерли. И я их срезала, и все. Продолжала свои действия такие. И спустя 2 недели у меня проснулись спящие почки. Из этих спящих почек вот такие молодые побеги наросли, выросли. Цвести они будут на следующий год. Они тоненькие такие, никакие. Но у них, смотрите, какой толстый, мощный ствол. Разрослась она, укоренилась. Прошло уже 2 месяца. И ее можно высаживать. Я подумаю на это место. Наверное, на место вот тут, где у меня был кипарисовик Elwoods Gold, который благополучно засох в самую жару. И тут будут высажены низкорослые сорта. Это сорт, сейчас пойдем возьмем его, он тут на террасе у меня стоит. Это сорт, называется Мохито. Низкорослый, зеленый. Я его очень хотела. Почему я сомневаюсь, что это мохито или не мохито? Потому что на распродаже я его покупала. Такие у него там уже корни, смотрите, из контейнера выглядывают. Так почему же я сомневаюсь, что это мохито? Была распродажа, потеряли бирки. Бирки потеряли по причине, что переставляли гортензии бобо и мохито. Ну, мне, в принципе, все равно, какой сорт, и тот низкорослый. А именно какой сорт я определю, когда в следующем году у меня будут соцветия. Сорта кардинально отличаются. Так, с чего мы начнем? Начнем с разметки. У меня тут были, конечно, тюльпаны посажены. Взошли они в этом году плохо. Тут росли петуньи летом. Луковицы тюльпанов остались в земле. Вот тут. Сейчас я сделаю разметку. Вообще надо все их выкопать, чем я завтра уже буду заниматься. Сейчас размечу, где у меня будут горшки мои какие. И выкопаю одну яму и покажу вам посадку. Замульчирована травой, которой я косила газон. Так, ну и что у нас получится, как я вам и говорила, вот такие корни у нее в этой гортензии, предположительно мохито наша. Я вырыла яму чуть больше, чем высота горшка. Повытаскивала луковицы там и сейчас буду примерно ставить по ширине сантиметров по 5. Яма больше, чем горшок. Ну, вот что у нас получилось. Быстро-быстро. Крот нам земли принес сюда. Значит, наш горшок должен... Я вон туда луковицы тюльпанов сбрасывала. Я их подсушу. Надо будет тут всю клумбу, конечно, перекопать, вытащить их. Вы видите, какая у нас земля наша. А вот еще луковка. Земля, надо сказать, так себе. Вот такая.
ту, что нарыл крот, она немножко потемнее, рыхлая. Сейчас я еще немножко расширю эту яму. Надо, чтобы сантиметров по 5 был зазор, чтобы я вместе с песком, с хвойным опадом, с грунтом добавила немножко кислого торфа, потому что тут я добавляла, равняла. Вот она видна, прямо глина желтая. Если у вас глина или песок, вам надо кислого торфа, конечно же, больше. Так, возьму сейчас маленькую лопаточку, расширю нашу ямку эту. 35 сантиметров я от бордюра отмерила. Гортензия мохито, она небольшая. Ну вот вам еще тюльпаны какие-то выпали. Так, конечно, Света разрезала тут тюльпан, но ничего, у меня тюльпанов много. Так, расширили ямку. Что мы делаем теперь? Вот еще один тюльпан. Хороший такой. Тут 2-3 их. Надо все их выкопать будет. Им хорошо. Тюльпаны получатся ранней весной, пока гортензии еще нету. А когда гортензии, тюльпаны уже будут не актуальны. Так, убираем. Сейчас мы на дно немножко насыпем песка нашего. Так, одной рукой неудобно, конечно же. Но сейчас я поставлю на штатив и буду вам показывать на низкий штатив. Так, значит, смотрите, что мы делаем. На дно ямы я немножко грунт выбрала, который был с глиной. На дно ямы я насыпаю вот такой просеянный песок без камешков. Немного. Где-то 5 я сделаю. Так, дальше беру свой грунт, который мне крот преподнес. Его сыплю. Сыплю пару горстей кислого торфа. Вот так он выглядит. Хороший кислый торф. Кстати, крупнолистные свои гортензии 2 хватит. Я сажала в чистый кислый торф. И немножко вот такой садовой земли. Так, теперь хвойный опад прямо туда. Вот столько. Сейчас мы перемешаем все это. Прямо вот так вот перемешаем. Можно рукой. Видите, какой грунт у нас получается рыхлый, рассыпчатый, хороший. Берем нашу гортензию и постепенно ее вот так попридавливаем с разных сторон, чтобы она вышла у нас. И потихоньку вытаскиваем. Вот и смотрим, какая у нее корневая система. Вы видите, что корней достаточно много. Грунт он уже с удобрением. Ей тут, честно говоря, тесно. Все, ориентируем нашу гортензию, как мы на солнышко. Ставим по уровень земли даже немножко ниже. И начинаем засыпать тем грунтом, который мы вырыли. Который я отсюда вместе с тюльпанами вырыла сверху. Дальше. Так, благополучно Света один череночек отломала. Надо поставить на укоренение его. Так, вот что у нас получилось. Вот что у нас получилось. Сейчас ниже покажу там, как я засыпала. Засыпаю. Можно эти веточки присыпать. Кстати, можно было посмотреть,
Может, его и на 2 кустика можно было поделить. Даже не знаю. Или пусть пока растет. Ладно, я его присыплю лучше. Пусть он годик у меня порастет. А потом мне будет ясно, что с ним делать. Засыпаем еще этой землей садовой, которой крот мне, видите, она по цвету даже немножко отличается от вот этой глинистой земли. Удобрения никакие сыпать я не буду, потому что уже конец августа. Какие удобрения под корень? Ничего не надо. Я буду сыпать сейчас слоями хвойный опад и еще раз землей и еще раз хвойным опадом, чтобы у нас такая подушка получилась. Можно и с шишками, видите? Все. Так, луковица тюльпана еще нашлась. И земля наша. Все хитрости. Несложно, правда? Вот так вот мы делаем все это дело. Присыпали. Эту траву я уберу, чтобы она... Травой лучше не надо. Вот это я поставлю на укоренение. И сейчас сильно прольем. По удобрениям все-таки что-то надо. Никакого стимулятора роста. Ничего я не буду сыпать. Я плантофолом по ней пройду. 5, 15, 45, которые я буду все свои гортензии обрызгивать, чтобы у них одревесневели побеги. Я вам рассказывала. Замульчирую сверху и еще вот этим сосновым опадом. Сейчас распределю его. Подкислять грунт тоже не будем, потому что суглинок имеет слабокислую реакцию сам грунт. Надо еще сходить за иголками. Все. Сейчас пойдем лейку возьму. Пролью. Пролить надо много. Потому что гортензия вновь посажена. Я ее утром, конечно, поливала. Но надо прямо много. Все. Вот такой нехитрый способ. И я пришла к выводу, что все-таки в открытом грунте все растения, не касательно это гортензий или петуний, или, смотрите, вот прямо стоит вода, она уйдет, я еще долью. Растут лучше в открытом грунте, растут лучше. Как я буду прокладывать трубку? Будет трубка, и в месте, где гортензии, вот я разметила, тут будет маленький кустик. Вот от этого уголка, уголок мы уберем, поставим тройник. Сюда проложу и непосредственно вот так вот, где гортензия, не прямо под корень, а сантиметров 10 от корня. Вот тут поставлю форсунку. Форсунку можно регулировать. Мне такие нравятся. Там подкручиваешь больше, меньше, то есть капает количество воды. А как определить, сколько воды? Сейчас покажу вам, какая форсунка. Вот такая же, как у меня тут на этом штамбе. Вот такая. Ее больше-меньше крутишь, и будет понятно. Больше воды, меньше, жарко, не жарко. А как определить, какое количество воды получает гортензия? Поставьте банку литровую и засеките время. За час какое количество накапает. И вы будете знать, гортензии такой маленькой литров 5-7 хватит в средний жаркий день. Если жара у нас стоит, то, понятное дело, надо, конечно, больше воды. Как определить, я вам говорила. Пробуйте вот так рукой. Так, еще у меня какой-то побег. Вот так рукой. Земля должна быть не такая, конечно, каша, как мы сейчас полили, а вот такая. Вот прям туда ее, она вот такая. Так, ушла вода. Чтобы грунт был влажный. Гортензии в полувлажном грунте
не будут расти. Позасыхают, поусыхают соцветия, и она не будет красиво цвести. Вот такой нехитрый способ посадки гортензии я вам предлагаю. Я сейчас еще, наверное, одну высажу вот сюда. Тут будет тоже низкорослая. Почему низкорослая? Потому что под глобозой этой большая гортензия мне, наверное, не нужна. Хотя я подумаю. У меня 2 фрейс Мельбы, вот это моих, которые благополучно через 2 недели показали мне первые почки. И из них выросли вот те побеги. Очень живучая гортензия, хорошая. Почему я тут посадила? Потому что между... что это? Глаука, глобоза, по-моему, елочка. Сзади у нее пинки-винки моя. И с этой стороны, опять же, это глобоза, чтобы ей места хватало. Кстати, гортензия мохито растет в ширину немножко больше, чем в высоту. Допустим, в высоту 1 метр, а в ширину она будет 1,20 метра. Но оно и видно по ее габитусу кроны уже, что она по ширине, видите, больше, чем по высоте. Ну что, я вам желаю хороших посадок. Сезон посадок уже начался. Я вчера газон тут покосила. Целый с этим газоном интересный эксперимент у меня. Одуванчики убрали, и подорожник у нас насеялась какая-то трава другая. Я ее расскажу вам на прогулке по саду, чем пытаюсь вывести новый супер способ. Ну, это тема другого дня. Все, всего хорошего. До свидания. Задавайте свои вопросы. Розы зацветают, отцветают. Но вот эта парадная клумба, она прям пышная-пышная. А вот этот сорт розы я прямо рекомендую. Смотрите, какая она здоровая, рослая, глянцевый, красивый лист. Есть у меня ее обзор. Это Ля Фонтен о Перле. Ни жару не реагирует, ни дожди. Прямо роза праздник. Посмотрите обзор. Всего хорошего.